Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео разберем новый узор спицами, который вяжется очень просто, а смотрится классно. Посмотрите, какой фактурный, объемный и в то же время он легкий, ажурный узор. Отлично подойдет для вязания как летних, так и осенне-весенних кофточек. Смотрится очень красиво, прекрасно держит форму. Причем, смотрите, можно вязать этот узор сразу от наборного ряда. Край нижний не закручивается и отлично сохраняет форму. Узор вяжется, как я и сказала, очень просто. Можно вязать его как прямым полотном, так и по кругу. Все изнаночные ряды провязываются, все петли просто изнаночными. Если вы вяжете по кругу, то каждый второй ряд, то есть каждый четный ряд, вы будете провязывать лицевые петли. При вязании прямым полотном раппорт узора в высоту повторяется 12 рядов с 1 лицевого по 12 изнаночный ряд. Итак, приступаем к вязанию. Для начала вязания узора набираем петли простым классическим способом. Раппорт узора составляет 4 петли, плюс 1 петлю добавляем для симметрии и плюс 2 кромочных. Всего я набрала 39 петель, что соответствует 9 повторениям узора. И далее первый ряд провяжу как изнаночный ряд, и этот ряд далее не будет учитываться в счете рядов при вязании узора. И этот ряд, изнаночный ряд, буду провязывать все петли изнаночными. Следующий второй ряд — это лицевой ряд, он будет считаться как первый ряд узора. И начинаем вязать. Первая петля кромочная снимаем, далее провязываем 1 лицевая, 3 изнаночных. Повторяем этот раппорт у меня всего 9 раз. 1 лицевая, 3 изнаночных. И в конце ряда заканчиваю ряд, 1 лицевая и кромочная. Заканчиваю вязание первого ряда узора, выполняю последнее повторение, лицевая, 3 изнаночных, заканчиваю ряд лицевая и кромочная петля, ее я провязываю изнаночной. Далее поворачиваю вязание на изнанку и далее, по сути, все изнаночные ряды будем провязывать изнаночными петлями. Первую петлю кромочную снимаю и далее все петли вяжу изнаночными. Третий лицевой ряд вяжем точно так же, как предыдущий лицевой ряд. Первая петля кромочная снимаем, далее следующая петля лицевая, 3 изнаночных. И повторяем этот раппорт. Лицевая, 3 изнаночных. Заканчиваем ряд, как обычно, лицевая и кромочная. И следующий изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными. Начинаю вязать 5-й ряд узора, это 3-й лицевой ряд, и в этом ряду начинаем формировать ажурный рисунок. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, далее 2 петли провязываем вместе 1 лицевой за передние стеночки. После делаем накид, провязываем 1 петлю лицевой, вновь накид и далее следующие 3 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей, но нужно провязать так, чтобы центральная петля оказалась сверху. И для этого вначале мы переснимаем 2 петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди, и затем за вторые стеночки провязываем 3 петли вместе 1 лицевой. После убавления делаем накид, провязываем 1 петлю лицевой, накид и вновь 3 петли вместе 1 лицевой.
перемещаем 2 петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И затем за вторые стеночки провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Повторяем раппорт. Накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, одной лицевой. Вначале перемещаем 2 петли так, чтобы центральная оказалась впереди, и провязываем 3 петли вместе одной лицевой за вторые стеночки. Итак, повторяя раппорт, вяжем до конца ряда. В конце ряда при провязывании последнего раппорта делаем накид, лицевая, накид, и последние 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Для этого провязываем 2 петли за вторые стеночки одной лицевой. И остается кромочная петля, которую провязываем изнаночной. Закончив 5-й ряд, поворачиваем вязание на изнанку. И, как обычно, в изнаночном ряду все петли и все накиды провязываем изнаночными. Если вы вяжете этот узор по кругу, то есть у вас все ряды лицевые, то каждый четный ряд провязывайте лицевыми петлями. Начинаю вязать 7-й лицевой ряд, и по сути с 7-го ряда начинаем вязать вторую половину раппорта узора в высоту, и по сути повторяется с 1 по 6 ряд, но при этом узор немного смещается. Первая петля кромочная, и далее провязываем в начале 2 изнаночные и лицевую. Теперь вяжем полный раппорт 3 изнаночные и лицевую. И повторяем 3 изнаночные и лицевую. 3 изнаночные и лицевую. Заканчиваю вязать 7-й ряд, и в конце ряда остается 2 петли, провязываю 2 изнаночные, кромочную также провязываю изнаночной, поворачиваю вязание, и следующий изнаночный ряд, как и все другие изнаночные ряды, вяжем все петли изнаночные. 9-й ряд повторяем точно так же, как вязали 7-й ряд. Первая кромочная, начинаем 2 изнаночные и лицевая. Далее полный раппорт 3 изнаночные и лицевая, и повторяем раппорт. Заканчивается ряд, провязываем 2 изнаночные, кромочную изнаночной, и следующий 10-й ряд вяжем изнаночный ряд, все петли изнаночные. Перехожу к вязанию 11 ряда, и в 11 ряду формируем ажурный рисунок. Первая петля кромочная, и сразу начинаем вязать следующий повтор петель. Первая петля лицевая, после делаем накид, далее 3 петли провязываем вместе одной лицевой, и вначале переснимаем первые 2 петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди. Так вот их перекрещиваем и провязываем 3 петли вместе за вторые стеночки одной лицевой. После делаем накид. И второй повтор: лицевая, накид, 3 петли вместе, перемещаем петли и провязываем их вместе одной лицевой, и после делаем накид. И это повторение провязываем до конца ряда. В конце 11 ряда, когда на спице останется 2 петли, провязываем лицевую, последнюю петлю, и кромочную изнаночной. Далее разворачиваем вязание наизнанку
И по изнанке, как обычно, все петли и все накиды провязываем изнаночными петлями. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала первый раппорт узора в высоту. И с 13 ряда начинаем повторять, как с первого лицевого ряда по 12 изнаночный ряд. И далее я вам покажу полный образец узора. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать образец. Вот такой фактурно-ажурный узор получился. Я надеюсь, вам было понятно, как его вязать. Если вы хотите скачать схему, переходите по ссылке под видео. Посмотрите, как смотрится изнанка. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот узор. Поэтому не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!